Доброго времени суток, друзья! За бортом у нас дождливая погода, уже как третий день в Харькове идет дождь. Но, как по мне, лучше дождь, чем снег. Я думаю, водители со мной согласятся, что лучше небольшой дождик, чем мороз в минус 20 и снега по колено. Самая идеальная погодка зимой — это небольшой снежок раз в недельку, ну и морозец до 10 градусов. А когда температура воздуха лавирует с плюса на минус и наоборот, то это очень опасно для езды. Можно представить ситуацию. Водитель выезжает перевезти груз по городу по мокрой слякотной дороге. А буквально через пару-тройку часов по возвращении домой этот же маршрут превращается буквально в каток. Особенно характерно такое явление в вечернее время, когда температура опускается и вода, и так находившаяся днем на грани замерзания, превращается в лед. При этом на нем еще вполне может сохраниться тонкая водяная пленка. Это, конечно, идеальные условия для неожиданной потери сцепления колес. В такую погоду может легко образоваться черный лед. Это означает скользкий замерзший слой, через который просвечивается асфальт. Из-за этого у водителей создается впечатление, что дорога чистая и безопасная. И он совершает более резкие маневры, даже не подозревая, что дорога скользкая. В таких ситуациях руль кажется легким. На дороге не видно следов шин. Из-под колес впереди идущего автомобиля не вылетают брызги. А шины вашего автомобиля не издают никаких звуков. Скорее всего, под колесами прозрачная и очень скользкая пленка, которая слилась с асфальтом. В такой ситуации не стоит крутить руль и нажимать на тормоз. Нужно двигаться плавно и без резких движений. Здравствуйте. А кто выгружать меня будет? Просто я уже 3 часа жду. Я не знаю, где они тут есть. Ну да, там. Здравствуйте. Да уже 3 часа жду, думаю, Ну, в поинтересуюсь. лаборатории делает там анализ какой-то, я не знаю, я Слушай, ж не ее так не долго. буду принимать. Ну она ж там ее сушит, моет, я ж не понимаю в этом. А можно Не как-то, знаю, я не без знаю, нее может, ж как, не принимаю. Она как... узнать хотя бы. Так она как только позвонит, ну да, нет, все. Ну я ж ничего не могу А, сделать. ну, она далеко, да, находится? Ну чего, Пойти она на пойти. 2-м этаже находится. Она как только закончит свой этот, она сразу звонит. Ну я все Может, понимаю. 3 часа как-то и даже и не начали разгружать. Она Обычно одна. часа полтора. Она одна и на всех этажах, на всех участках. Ну. Ну, а Мы так можем начать поинтересоваться выгружать, хотя но бы. Она вот только приходила там полчаса назад, я у нее спрашивала, да, она говорит, еще в еще не процессе. готова, да. Ясненько. Ну, Я хорошо. вас, ну, как бы мне вас и жалко, и все, и мы можем начать выгружать, а вдруг, не дай бог, что Да, она ну да, скажет, да. что Да, я вас тоже понимаю. нет, ну, как бы, мы бы уже выгрузили давным-давно, нам тоже, что вы думаете, ну. Ясненько. Ну хорошо, тогда будем Ну, чекать. я ничего не могу. Да я понял, я вас понимаю. Мы вас быстро выгрузим, как только, ну, она как-то... Хорошо. Ребятки, 3 часа уже жду. 3 часа жду этой выгрузки. Уже подзапарился, если честно. Ребята, сегодня понедельник, 12 декабря, и я всегда зимой мониторю погоду. В среду будет полная жесть на дорогах, если верить прогнозу. Завтра вторник, будет целый день лить дождь, а под вечер все замерзнет. И в среду будет каток в прямом смысле этого слова. Будет сыпать снег, а под снегом будет лед. Завтра буду искать загрузки только по городу и области. Я никому не советую выезжать в рейсы. Лучше пересидеть дома эту непогоду пару дней, если есть у вас такая возможность. Так, впереди находится сквер на площади Свободы. Его, кстати, реконструировали в 2018 году. А слева университет имени Каразина. Это один из старейших универов Западной Европы. Ему 200 с лишним лет. Каразин в начале 18 века убедил местных жителей делать пожертвования.
что и создало материальную базу университета. Вот, ребята, это площадь в Харькове. Всегда там стояла елка новогодняя, но не в этом году. Куча всех аттракционов разных было. Здесь каток стоял, кто в Харькове, тот знает, кто сам с Харькова. Ну, либо был в Харькове под новогодние праздники. А теперь пустота вот такая вот он. На городской администрации забиты окна ОСБшкой, потому что минимум два раза сюда прилетали. Разные прилеты были, в общем. Никого нет. Видите, здесь в центре везде окна побитые. Вот сюда был сумасшедший прилет. Елочки здесь были возле администрации Харьковской. Ничего, город потихонечку живет, многие вернулись уже сюда. Давай, давай. Дядька, проходи. Так, мы налево. Что тут, блин, делают мусора? Полиция. Так, братанчик, ты не попутал, ничего? Там, конечно, разруха, что-то не убирают вообще. Центр города, ребята. Именно что ни на есть центр, самый центр города здесь. Ездим. Я так всегда выезжаю после выгрузки муки. Всегда еду по центру. Центр живет, видите, ребята. А мы сейчас проедем к улице Шевченко. И там поедем дальше домой. Там недалеко от Шевченко я живу. Постоянное место дислокации там. Конечно, погодка очень дождливая. С ума можно сойти. И льет, и льет, и льет. Не знаю, сколько уже дней льет. До хрена. Ну давай, коллега, ёли-пали. Как-то медленно он едет чересчур. Так, погнали. Спускаемся до Шевченкова, там налево, до Киевской. А потом недалеко и место дислокации.
Грузоперевозки Харьков. Быстро, доступно, надежно.